обращению неорганического азота в почве, и мы видим, что самый главный, самый высокий параметр соответствует адсорбции азота растениями. So one thing this shows me is that we get some mineralization from the soil. The plant takes all of that plus more. So that makes us not a very sustainable system. То есть мы видим, что количество минерализированного азота 22,8, оно примерно в 2 раза меньше, чем то количество азота, которое смогло абсорбировать растение. То есть у нас достаточно получается такая неустойчивая, нестабильная система. And we have this same kind of report for each one of the 6 treatments. И у нас вот такой отчет, такие данные система собирает, и в данном файле мы можем ее просмотреть по каждому из проведенных опытов. Okay, that is all I wanted to show. That sums up the nitrogen limited production demo. Это, наверное, все, что я хотел бы вам показать. На этом мы как бы подводим черту под нашими экспериментами и упражнениями по моделированию урожайности в условиях ограниченного азотного питания. Do we have time for questions? I'm wondering if you want to show Solvat ball as well, because it's similar on the line of the nitrogen. Okay, I did show that last time, but I can show it again. Yeah. Okay, so request to show soil water balance. Появился в системе господин Хугенбум, и он попросил Шерил еще показать, что происходит с водным почвенным балансом. Okay, so again, we view this file. Опять же, мы его не можем отобразить на графике, но можем просмотреть отчет. And here we again have the soil water at the beginning of the simulation and at the end of the simulation. Опять же, верхние 2 строки – это у нас почвенная влага в начале года, и вторая, то есть это первая строка, и вторая – это в конце года. And you can see how much water came from irrigation, precipitation, and other sources. И система разбивает нам все источники, отображает все источники поступления влаги, то есть это или орошение, или осадки. And we can see the fate of the water, where it goes. So, мы также можем посмотреть на то, что происходит с водой. Okay, and in this case, remember we looked at the nitrogen leaching and we said it was 0. That's because the drainage is 0. So we have absolutely no drainage from the bottom of the profile, therefore no loss of nitrogen from the system in that way. И помните, мы делали график по вымыванию азота из почвы, и у нас там получился 0. И вот сейчас в отчете тоже у нас, что касается дренажа, стоят нули, что, в общем-то, соответствует, да, то есть в отсутствии дренажа и вымывания никакого нет из нижних слоев почвы. Okay, and we can see that we get approximately equal amounts of evaporation and plant transpiration in this simulation. Что касается эвапотранспирации и транспирации растений, эти показания, значения практически совпадают, одинаковые. So this gives a very high-level overview of the seasonal water balance, and you get one of those for each of the 6 simulations. Вот в этом файле представлена такая общая генерализированная информация по водному балансу в течение всего вегетационного сезона, и опять же такой отчет создается по каждому из 6 опытов. Okay. Are there any questions? Вопросы? Comments? Комментарии? Mr. Cheryl, can we look additionally how the irrigation is reducing the water stress? That's very interesting examples you just showing, sure. And it would be nice as well to see. Okay. Let's go back up to plantgrow.out and plot that. And maybe keep it simple and look at the medium nitrogen rain-fed and irrigated. Значит, не будем усложнять ситуацию, посмотрим опять же на средний уровень
внесения удобрений и в данном случае по переменной влияния водного фактора на рост растений. Okay, and water factor for growth. And actually, so the irrigated shows a little bit of stress early, but then later in the season there is almost no stress. И вот стресс, водный стресс мы видим в дождевом варианте. У нас есть небольшой стресс в начале вегетационного сезона, но потом его практически нет. And remember that value of 1.0 is the maximum stress. And later in the season, this looks like it goes up to about 0.85. So this is significant water stress. Ну а в конце сезона, и мы помним, что единица соответствует максимальному уровню стресса, так вот в конце сезона мы видим, что тут примерно где-то 0,85, да, примерно, что растение находится в состоянии такого значительного стресса. Yeah. Do you want to look at more treatments? Let's just turn them all on and see what happens. Давайте все включим, посмотрим, что произойдет. Okay, so for the irrigated, let me just highlight the irrigated. There's the irrigated high nitrogen. So it looks like they have high stress early on, and then there's just a little bit of stress mid-season. Вот что касается, значит, с автоматическим орошением и максимального количества азота практически нет стресса, только чуть-чуть в конце вегетационного сезона. And the irrigated medium nitrogen actually shows less water stress at this later point in the season. И что интересно, у нас при поливе и среднем уровне азотного питания водный стресс есть, но совсем-совсем небольшой в конце вегетационного сезона. So this makes sense. This difference between the stress for these two the two fertilized and irrigated treatments. The one with the high fertilizer has a higher water stress, and the one with the lower fertilizer has a lower water stress. Ну, здесь вот мы видим два опыта. Они соответствуют среднему количеству азотных удобрений и, соответственно, дождевое или искусственное орошение. И мы видим, что при искусственном орошении водный стресс меньше, а азотный стресс был больше, и наоборот. То есть водный стресс при орошении, конечно, меньше. So again, this goes back to the supply and demand. The higher nitrogen treatment has more biomass and therefore more demand for water. Ну, здесь все очень просто, как бы спрос и предложение, да, или потребности, и насколько они удовлетворяются. То есть при большом количестве, достаточном количестве азота в почве растение хорошо растет, набирает биомассу, и, соответственно, ему требуется больше воды. So it makes sense that higher biomass with the higher demand would be expected to have a higher water stress than the lower nitrogen treatment. И, соответственно, опытом при меньшем, где мы не вносили, или когда недостаточное количество азота, то есть это условия, в которых растения не активно растут, они, конечно, испытывают больший азотный стресс, но меньший водный. So actually the treatment with the highest water stress is the one with the high nitrogen and rain-fed. И мы видим, что максимальный уровень стресса испытывают на себе растения с максимальным азотным питанием и с дождевым орошением. Okay. Anything else we should look at? Что-нибудь еще, может быть, продемонстрировать? Might we have a transpiration for the complete picture, and that would be, I think, final.
Может быть, для полной картины еще на эвапотранспирацию посмотрим, и тогда уже. Okay, I'm going to open the et.out. Открываю ET файл .out, то есть это эвапотранспирация. Okay, let's look at Давайте посмотрим теперь на... cumulative. I'm looking for cumulative evapotranspiration. Let's look at this one. Okay, so Значит, this is the суммарная эвапотранспирация. so this is the soil evaporation plus the plant transpiration over the season. То есть это испарение, почвенное испарение, все общее, и транспирация растений. Okay, so it looks like the lowest evapotranspiration is from the rain-fed with no fertilizer. Судя по графику, самый низкий уровень эвапотранспирации соответствует опыту, в котором отсутствуют азотные удобрения, и это дождевой полив. The highest overall ET is from the irrigated high nitrogen. И самый большой уровень эвапотранспирации соответствует искусственному орошению и максимальному количеству азотных удобрений. Okay, so these differences probably follow the biomass fairly closely. Ну, я так полагаю, что эти кривые достаточно хорошо коррелируют с ситуацией по биомассе. So I'm going to look now at, let's just look at the irrigated high nitrogen. One treatment. Давайте оставим только, значит, с поливом и с избыточным или большим азотным питанием. И отмечаем средняя эвапотранспирация, средняя транспирация растений. Actually, so what I'm going to look at is the potential evapotranspiration, the plant transpiration, and the soil evaporation. Значит, у нас остаются переменные потенциальной транспирации, средней транспирации растений и среднее почвенное испарение. Okay, so the potential ET is up at the top, and it looks like we very rarely, if ever, reach that potential. There's a few days, so most of the evapotranspiration is below that potential. Ну и мы видим, что потенциальная эвапотранспирация, она на достаточно высоком уровне, и мы практически нигде до нее не доходим, до этого уровня. So the plant is started somewhere around here, I think. So that's when we start getting transpiration, is when the plant emerges. Ну и вот здесь вот у нас, судя по всему, появляется росток над почвой и начинается процесс транспирации. So early in the season, we see only soil evaporation, and then the plant starts growing, and it becomes dominant. Поэтому в самом начале вегетационного сезона, извините, мы видим только почвенное испарение, и только после того, как уже начинается рост надземной части растения, появляется кривая транспирации. So Garrett or Vakhtang, is there something else you wanted to say about this, or something else you want to look at here? Can you add the actual evapotranspiration, because you made a comment that transpiration doesn't reach the potential? Yeah, I was thinking that too. So I'm going to add the average evapotranspiration, which is the sum of the soil and plant. Давайте добавим еще одну переменную. Это у нас средняя эвапотранспирация, что является суммой испарения, почвенного испарения и транспирации растений. Okay, so the actual evapotranspiration is this one. Вот эта кривая, это у нас
средняя или реальная эвапотранспирация. And in most cases, it is still below the potential. Но в любом случае, в большинстве случаев она ниже потенциальной. Garrett, Bhaktang, any comments on that? I mean, I would Garrett, Bhaktang, пожалуйста. I would expect during full canopy cover, so around day 80 to 100, that some days you could get very close, and I think that's what the model shows. But at the end of the season, we run into senescence, so transpiration drops, and soil evaporation increases. Here. What should I? Go ahead. Геррит говорит о том, что, скорее всего, вот эта ситуация со средней или реальной эвапотранспирацией именно такая, потому что в конце сезона, когда уже растение прошло активную фазу роста и уже биомасса падает, и поэтому уровень транспирации самими растениями падает, и остается практически только почвенное испарение. And it might be interesting to look at the rain-fed low nitrogen just in comparison with this. Shall we do that? Yeah, go ahead. That's good. Интересно было бы сравнить или посмотреть конкретно на ситуацию с дождевым орошением и отсутствием удобрений. Как эти переменные развиваются при такой ситуации. Okay, so remember before the soil dominated early, that would be this one, and then the plant dominated later. We still see that, but the difference is not as stark, and so we get less transpiration and more soil evaporation than we did under the irrigated high nitrogen treatment. Мы видим, что в начале сезона у нас доминирует в основном почвенное испарение, потом, когда появляется уже на поверхности почвы растения, у нас потихоньку большая часть влаги теряется за счет транспирации растений, но в целом мы потом уже во второй части вегетационного сезона. Which one is the bottom one? That is the soil evaporation. It's the rain-fed. Well, so all of this is the rain-fed low irrigation. So I switched from one treatment to another. То есть, что касается почвенного испарения, у нас ситуация до конца вегетационного сезона не сильно отличается от того, что было в начале. The other thing I see here is that the total evapotranspiration is much less here. And that's because of transpiration. The amount of water that the plant is taking out of the soil and emitting to the air is less. Что еще очень интересно, видно, что общая эвапотранспирация также невысокая, и это говорит о том, что большая часть влаги, которую растения абсорбируют из почвы, растения используют для своих нужд, но и какое-то количество этой влаги теряется за счет транспирации. So one of the reasons for that is that the irrigated high nitrogen plant, it's just a bigger plant. It has more roots. It can pull more water out of the soil. And so that transpiration amount was much higher. Ну и то, что уровень транспирации выше, в общем-то, тоже достаточно понятно. Если растение большое, массивное, оно может абсорбировать из почвы больше влаги, и, соответственно, повышается также и количество влаги, которое теряется через транспирацию. Also, the leaf area index of the high nitrogen plant is much larger than a low nitrogen plant. И еще листовой индекс у растений, которое получает достаточное количество азота, выше, конечно, чем у того, которое
не получает достаточно азота. Yeah, interesting. So any other comments?